Привет! Меня зовут Юлия Гергель, и в сегодняшнем видеообзоре я расскажу вам о бумаге для пастели. Сегодня мы с вами будем разбирать, если так можно выразиться, обычную пастельную бумагу. Что это значит? У этой бумаги нет каких-то специфичных покрытий, например, абразива или какого-то напыления. Итак, первая фирма, о которой я хотела бы с вами рассказать, это бумага фирмы Canson Mittant, производитель Франция. У этой бумаги самое большое содержание хлопка — 50%. Плотностью бумага Canson 160 грамм. Для сравнения, бумага для офисной техники Снегурочка 80 грамм. Плотность 80 грамм. То есть у Canson плотность в 2 раза больше. Для сравнения вы просто можете взять и пощупать офисную бумагу и бумагу Canson. И действительно, она достаточно плотная и качественная. Далее. Эта бумага не содержит кислот и лигнина. Что это значит? Она не желтеет, не портится и не выгорает со временем. Эта бумага равномерно окрашена и устойчива к механическим повреждениям. Что это значит? Например, вы нанесли какую-то линию, и вам необходимо ее стереть ластиком. И при стирании цвет бумаги не изменяется, даже если вы будете достаточно сильно жать на ластик. Вот такое вот отличие качественной бумаги от каких-то недорогих производителей. Также у этой бумаги самая широкая линейка по цветам. Здесь представлено 50 оттенков. Как вы видите, есть и яркие спектральные открытые цвета, и цвета разбеленные, такие вот светло-светло-белые с разными примесями оттенков. Также следует сказать, что эта бумага продается разных форматов. Самый большой размер листов 75 на 110 сантиметров. Есть размер 50 на 65 сантиметров и формат А4 21 на 29 сантиметров. Причем вся палитра цветов представлена в этих 3 размерах. Также эту бумагу можно приобрести в рулонах, но в рулонах цвета уже ограничены. В целом она приемлема по цене. Примерно лист А4 стоит от 30 до 40 рублей в зависимости от магазина. Ее можно приобрести как поштучно, так и в альбомах на спирали, так и в склейках. Причем альбомы и склейки продаются в разных форматах. Вот, например, у меня есть склейка формата 32 на 41 сантиметр, где представлены 5 оттенков серого цвета. Это альбом-склейка. Что значит склейка? По одной стороне листы скреплены клеем. И при необходимости вы можете рисовать либо в самой склейке, либо отрывать эти листы. Эти листы прекрасно вырываются из такого альбома. По качествам, что можно сказать об этой бумаге? Она прекрасно держит пастель, очень хорошо на ней растушевывается пигмент. И самое главное отличие этой бумаги от других — она имеет 2 рабочие поверхности. Фактурную в виде сот и гладкую. Сейчас я вам продемонстрирую. Одна сторона у нас, посмотрите, фактурная в виде сотовидная. Вот такие вот ячейки прослеживаются. И другая сторона у нас с вами гладкая. Она слегка, конечно же, шершавая, немножко пористая, но если мы сильно надавим на мелок, то практически закроем всю поверхность нашей бумаги. Как понять, на какой поверхности рисовать? Очень просто. Вы просто щупаете бумагу или смотрите на просвет, то есть ячейки, они видны. Лично мне нравится больше гладкая поверхность, так как она позволяет рисовать в таком немножечко мастихиновом стиле и наносить пастель более плотно. Вот вы видите, здесь я поднажала на мелок, и пастель вот так вот пастозно, маслянисто я нанесла. Мастихиновый стиль — это
используется и такой инструмент в масляной и акриловой живописи. Вот этот инструмент мастихин. То есть вы краску наносите вот так вот густо и гладко, и создается такой вот очень красивый, интересный эффект. Такого же эффекта, в принципе, можно добиться на гладкой стороне. А фактурная сторона, как вы видите, вот эти ярко выраженные соты, мне нравится. То есть иногда эта фактура уместна, но, как правило, она красиво смотрится на каких-то больших форматах А2 или А1. На маленьких же форматах она иногда выбивает и спорит с самой работой. Но опять-таки, в зависимости от задумки, иногда вот эта фактура может быть уместна. И как вы видите, и здесь очень хорошо прослеживается цвет бумаги. И как раз уже можно, взяв какой-то определенный оттенок бумаги, именно поиграть с такой фактурой, так как она будет прослеживаться, этот цвет, по всей работе, и работу всю будет объединять. Если мы так хорошо поднажмем на мелочек, то вы видите, фактура вот этих сот тоже слегка-слегка прослеживается. Здесь же практически полностью закрывает бумагу. Далее давайте с вами посмотрим следующую бумагу. Бумага Фабриано Тициано, производитель уже Италия. Эта бумага, с одной стороны, похожа на консоновскую, а с другой стороны есть отличия. Эта бумага также изготовлена из хлопка с добавлением целлюлозы, также без кислот и лигнина, то есть не желтеет и не портится со временем. Равномерно окрашена и устойчива к механическим повреждениям. У нее чуть меньше оттенков, чем у консона, 40, у консона 50, у Фабриано 40. Плотность такая же, 160 грамм. А размеры чуть меньше. Если у консона есть большой размер в листах 75 на 110, то у Фабриано самый большой лист 50 на 65 сантиметров. И также она представлена в формате А4 21 на 29 сантиметров. Можно купить ее в рулонах, но в рулонах она продается в ограниченной палитре черного и белого цвета. Ее также, как и консон, можно купить поштучно в альбомах и в склейках. Как правило, в склейках представлены приближенные оттенки по цветам, либо это оттенки теплых цветов, либо серых цветов, либо каких-то ярких спектральных цветов. Но всегда такую бумагу выгоднее покупать поштучно и большими форматами, потому что вы всегда можете отрезать нужный кусочек и при необходимости рисовать большие работы. По цене это выгодней. Она также, как и фирма Консон, доступна на российских рынках по ценовой категории примерно та же. В чем отличие? Можно сказать, что это тоже двухсторонняя бумага, но она полностью фактурная с одной и с обратной стороны. И фактура ее отличается от консоновской. То есть если у консона мы прослеживаем вот такие вот соты, сотовидную однообразную фактуру, то у Фабриано немножечко такая ячеистая структура. Смотрите, более разнообразная, что ли. Вот консоновская, она сотовидная, у Фабриано более ячеистая. Если поднажать, то при сильном нажатии мелка вы видите, что она еще меньше закрывает вот эту фактуру, то есть она более фактурная, чем консон. И давайте продемонстрирую вам обратную сторону, то есть обратная сторона такая же в принципе. Но лично по мне вот такая фактура нравится больше, чем у консон. Вот эту бумагу я использую даже в небольших зарисовках формата А4. Давайте посмотрим по оттенкам. У меня есть две таких раскладочки. Консон и Фабриано. Оттенки похожи, сближены, но есть уникальные цвета. На что я хочу обратить внимание. Во-первых, у бумаги Фабриано в серых цветах есть волокнистые вкрапления. Если вы посмотрите, то
вот такие вот ярко выраженные волокнистые вкрапления. С одной стороны, они не мешают рисовать, но с другой стороны придают какой-то шарм и какую-то уникальность бумаги. У фирмы Canson тоже есть вот эти серые цвета, волокнистые вкрапления, но они еле заметны, такие вот деликатные, слегка прослеживаются. Кстати, по серым цветам оттенки схожи. Вот, какие уникальные цвета. Давайте я вам покажу Фабриано, что я для себя отметила. Во-первых, у них есть вот такой вот яркий, травянистый, очень теплый и красивый зеленый цвет. У Canson, если вы посмотрите, таких оттеночков нету. Далее, мне очень нравится у них цвет, так, сейчас скажу, сиена. Посмотрите, тоже такой очень теплый, яркий. Опять-таки у Canson сиена, она более сдержанная. Потом у Фабриано есть вот такие красивые фиолетовые. Причем, если посмотреть, то да, по оттенкам они все отличаются. Плюс вот такой вот есть очень красивый, да, прям вот такой теплый фиолетовый. Но у Canson, например, очень большая палитра светлых оттенков, вот таких вот еле заметных, да, посмотрите, вот тоже такой лиловый цвет, такой прям светло-светло-желтый, розоватый цвет. Фабриано этого нету. Также, что мне нравится у Фабриано, цвет индиго. Сейчас я вам покажу практически два цвета. У Canson тоже есть индиго. Эти цвета почти похожи, но у Фабриано есть индиго вот такой вот серо... Так, вот эти похожи цвета. Вот про это я говорила. Серо-синий, да? И он очень приятен в работе. У Фабриано вкрапления только в серых оттенках и в белом. В белый тоже очень такой красивый цвет. И за счет вот этих вот сереньких вкраплений она получается такого светло-светло-серого цвета. Например, в сравнении с Canson, видите, оттенки отличаются. У Canson он тон равномерный и цвет такой слегка желтоватый. Палитры с одной стороны схожи, с другой стороны, повторюсь, есть уникальные цвета. Поэтому, конечно же, можно в магазине эту бумагу пощупать. Во всех больших магазинах данная бумага продается, лежит поштучно на стеллажах, поэтому... Пожалуйста, смотрите, выбирайте. Также можно заказать в интернет-магазине. Как в зарубежных магазинах, так и наших российских. Следующая бумага, о которой я хотела бы с вами поговорить, бумага Fabriano Ingres. Данная бумага продается только в альбомах А4. Альбом идет на спирали с перфорацией, то есть перфорация вы можете очень легко и деликатно вырвать лист из альбома. У этой бумаги плотность 90 грамм. То есть если Fabriano Tiziano 160 грамм плотность, то эта бумага уже намного тоньше. Но она... Я бы назвала ее такой рабочей лошадкой. Мне эта бумага безумно нравится. Причем этот альбом у меня очень долго лежал без дела. Когда я его приобрела в интернет-магазине, открыла, мне не понравилась его фактура. А фактура у него полосатая. И я его отложила и долго не пользовалась. Но недавно, достаточно... Делая какие-то поисковые зарисовки, эскизы, я вспомнила об этом альбоме и начала в нем работать. И на самом деле альбом удивительный. В чем же его преимущество? Благодаря своим вот этим вот горизонтальным полоскам он выдерживает очень много слоев пастели. И пастель на этой бумаге выглядит... Сейчас покажу вам какой-нибудь пример. Выглядит необыкновенно ярко и сочно. Посмотрите. Мне эта бумага чем-то даже напоминает бумагу абразивную. Как вы знаете, на абразиве все пастельные цвета выглядят немножко ярче. И вот на этой бумаге все пастельные мелки выглядят необыкновенно сочно, бархатисто. Она, как никто другой, позволяет выдерживать безумное количество слоев. И если, например, Fabriano и Canson
Тоже прекрасная бумага, выдерживает 5-6 слоев, но в какой-то момент пигмент может немножечко скатываться. То здесь, варьируя мягкостью мелков, можно просто и до 7, и до 8 слоев наносить. И еще одна особенность бумаги. Пастель на ней необыкновенно красиво, плавно и мягко растушевывается. Давайте я покажу вам саму фактуру. Смотрите, вот такая вот фактура, если нанести мелок. Кстати, если толстенько, жирненько нанести мелок, то фактура может даже пропасть. Это у меня был мягкий мелок шминки. Давайте покажу вам мелок фирмы Rembrandt, потверже. Вот такая вот очень красивая фактура. И посмотрите, да, при нанесении практически перекрывается, но кое-где прослеживается. Она также, я бы сказала, что это бумага двухсторонняя. И если, например, вам не нравится вот такая ярко выраженная полосатая фактура, то можно рисовать на обратной стороне. Обратная сторона, она поглаже немножечко, не такая фактурная. Мелок, в принципе, также хорошо ложится, но быстрее перекрывается вот эта вот фактурность. И о чем я говорила, она прекрасно растушевывается. То есть пастель на ней необыкновенно как-то красиво растушевывается. Получаются вот такие вот какие-то воздушные облачка, которые можно увести в пространство, в прозрачность, то есть делать какие-то вот такие совершенно волшебные работы. Давайте я вам покажу свою последнюю работу, или даже несколько работ, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот здесь, например, веточка сакуры, посмотрите, да? То есть буквально вот пару мазков, и как нежно, плавно дальняя ветка уходит в пространство. Сейчас еще найду. Так, секундочку. Вот здесь, да, получается, слева цветочек тоже уходит так плавненько, нежно в пространство. Например, так, вот работа, посмотрите, правый нижний угол достаточно большой, и как вот нежно, красиво, это все деликатно, это все растушевывается. В этом, конечно же, большая прелесть данной бумаги. Фабриано и Консона также прекрасно пастель растушевывается, то есть, в принципе, вот, посмотрите, Фабриано я растушевала. Давайте покажу, как растушевывается пигмент на Консоне. Это сатовидная сторона, то есть, видите, тоже прекрасно все растушевывается. И гладкая сторона, то есть на гладкой стороне еще лучше идет растушевка. Посмотрите, поры бумаги забиваются намного быстрее. Ну, тут уже на любителя. Вот как-то мне в душу запала именно бумага Фабриано Ингресс. Давайте я покажу сейчас быстренько альбомы. У меня есть 4 альбома этой бумаги. Первый альбом синего цвета. Здесь представлено 3 оттенка синего цвета. Темно-синий. Извините, 2 оттенка синего цвета. Вот такой вот темно-синий, похож на индиго, и вот такой вот более теплый, какой-то прусский голубой цвет. 2 оттеночка. Далее такой же альбом формата А4 с бумагой черного цвета. Обратите внимание, здесь 60 листов. Этот альбом стоит в пределах 1000 рублей на российских рынках. Ну, что в целом достаточно бюджетно, так как мы имеем целый альбом, 60 листов. Его можно брать с собой носить, потому что сзади у него такая плотная картонка, миллиметра 2-3, то есть он достаточно такой рабочий и выносливый. Черный цвет, теплые оттеночки, сейчас я вам покажу, коричневого цвета. Вот здесь как раз 3 оттенка коричневых. Вот такой вот теплый, потом средний тон вот такой вот, и самый светлый, вот 3 оттенка представлены. Тоже очень хороший альбом, прекрасный. И недавнее мое приобретение — это Фабриано. Здесь уже 100 листов. То же самое, 90 грамм, А4 белого цвета. Такая же бумага. Я бы сказала, она даже не белого цвета, а слегка желтоватого. Если сравнить с бумагой Снегурочкой для печати, то посмотрите.
Вот такой вот слегка желтоватый цвет. Я пока рисовала только одну работу. К этой бумаге надо приноровиться. Конечно же, использовать какие-то пастельные, более светлые оттенки. То есть работа с каждой бумаги требует определенной палитры мелков. Но тем не менее, тоже бумага хороша. Поэтому горячо от всего сердца рекомендую. На данный момент это моя самая любимая бумага. На российских рынках продается только формат А4 и только в альбомах. За рубежом и в зарубежных интернет-магазинах я видела эту бумагу в продаже большими листами 50 на 65 сантиметров. Причем в альбомах не представлена самая распространенная для пастелиста бумага серого оттенка. В больших листах эти цвета, по-моему, 2 или 3 оттенка серого представлены. Поэтому, если у вас есть возможность заказать из-за рубежа или вы проживаете за рубежом, обязательно обратите, поищите. Бумага хорошая. Далее я хочу вам рассказать о бумаге извиняюсь, если неправильно говорю название, бумага Стратмо, производство США. Эта бумага также выпускается и продается в альбомах на спирали. Есть 2 вида альбома. Формат 21 на 30,5 сантиметра. Вот для сравнения листик А4, то есть немножечко пошире, также с перфорацией. И есть альбом чуть побольше, 27 на 35 сантиметров. Вот так вот для сравнения с формата А4. Альбом большего формата, здесь 24 листа. Плотность у этой бумаги 118 грамм. У альбома формата чуть поменьше, целых 50 листов. Что можно сказать про эту бумагу? Ну, во-первых, она выпускается только 2 цветов. Это вот такой вот прохладный серый цвет и теплый песочный цвет. Это самая гладкая из всех бумаг. В работе она очень приятна. Здесь хорошо и деликатно растушевывается пастель. Смотрите, так вот очень мягко, плавно пастель растушевывается. Она, если сравнить с гладкой стороной концом, я вот слегка пигмент наношу, может показаться, что одинаково, да, но по ощущениям Стратмо, она вот такая вот, когда мы вот так вот начинаем втирать пигмент в бумагу, она прям гладкая-гладкая. Здесь все-таки небольшая фактура присутствует. Особенность этой бумаги в том, что она не выдерживает сильно много слоев пастели. Максимум 2-3 слоя. Далее пигмент уже начинает скатываться. И в ней очень хорошо делать именно графические зарисовки и показывать технические возможности пастели. Штрих, линию и работать пастельными карандашами. Это у меня уже толстый пастельный карандаш. Сейчас я поищу какой-нибудь. У меня они, к сожалению, все толстые. Вот черный. Вот. Линия получается такая вот более графичная. Например, если мы будем рисовать на консоне, то здесь уже линия такая вот, так как бумага более фактурная, и, соответственно, линия получается более фактурная. Поэтому для каких-то графических зарисовок, например, нарисовали что-то цветными пастельными карандашами и кое-где пятнами наложили пастель, эта бумага очень приятна. Есть большие поклонники и любители данной бумаги, поэтому если у вас есть возможность и вы ее не пробовали, тоже горячо советую. Ну и главная особенность, еще раз повторюсь, самая гладкая бумага из всех вышеперечисленных мной фирм. И последняя бумага, которую мне хотелось бы упомянуть и сказать, это крафт-бумага. Крафт-бумага на российских рынках очень распространена, ее можно купить в любом магазине, даже канцелярском. Лично я ее воспринимаю как расходник. Она в работе по ощущениям и свойствам чем-то напоминает пастельную бумагу. То есть, например, если мы будем рисовать на
какой-то бумаги для офисной техники, то пастель с нее прям как скатывается. Ну и много слоев не наносится. То есть вот это максимум, и если мы дальше там будем наносить следующие слои, то ничего происходить не будет. Не будет вот этой вот какой-то маслянистости, эффекта мастихина и так далее. Поэтому вот на такой офисной бумаге не очень работать. Плюс она различна по свойствам с пастельной. А крафт-бумага, она приближена по свойствам с пастельной бумагой, и на ней очень хорошо делать какие-то поисковые зарисовки, отрабатывать технику работы с пастельным мелком. Видите, она тоже достаточно вот такая вот фактурная, вот как гладкая, например, сторона кансон. По фактуре похоже. И, в принципе, хорошо растушевывается на ней пигмент. Можно накладывать, давайте какой-нибудь, то есть можно накладывать также много слоев пастели. Поэтому для тренировок эта бумага бесценная. К тому же она достаточно бюджетная по цене. У меня это крафт, причем проложенный калькой. Производитель наш российский Лилия Холдинг. Здесь 20 листов, но так как она проложена, этот альбом проложен калькой, я рисую с обеих сторон. Вот. Продается крафт в рулонах. Обратите внимание, крафт бывает разной плотности, бывает совсем тонюсенький, бывает чуть плотнее. Но все-таки объясню, почему я ее воспринимаю как расходный материал. Посмотрите, если мы берем какую-то профессиональную бумагу, то, видите, она ровная, она гладкая. Мы нарисовали работу, и особенность пастельной техники заключается в том, что все работы при оформлении нужно оформлять под стекло и использовать прослойку паспорту. Но с хорошей бумагой бумага не идет волнами и не коробится. Если мы нарисуем хорошую работу на крафте, то уже сейчас вы видите ее вот такую вот волнообразность. И оформим, как полагается, паспорту и под стекло. Но вот эта вот волнообразность при просмотре работы под разным углом будет немножко отвлекать зрителя и мешать. Ну и создается вот такое вот ощущение какой-то дешевой, извиняюсь за выражение, какой-то вот туалетной бумаги. То есть она портит все впечатление от работы. Неважно, шедевр у вас тут или очень хорошая профессиональная работа, но все-таки бумагу нужно выбирать. Вот с этими бумагами, даже если вы возьмете работу большого формата, то есть плотность 160 грамм, то есть если мы ее не мочим, рисуем только пастелью, сухим пигментом, с ней ничего не происходит. Она остается вот такая вот дубовая, плотная и то есть выглядит работа опрятно, профессионально и красиво. Вот, собственно говоря, почему крафт я расцениваю как расходник. Но, опять-таки, повторюсь, для каких-то упражнений, поисковых работ она бесценна, потому что она очень идентична с профессиональной бумагой. То есть все приемы, которые мы отработали на крафте, мы потом безболезненно переносим на нашу хорошую бумагу. Ну и к тому же не тратим лишние деньги и не боимся испортить лист, от души чёркаем и наслаждаемся процессом рисования сухой пастелью. Ну, на этом я хочу свой обзор бумаги закончить. Есть еще бумага российского производства. Я купила себе 5 или 6 различных альбомов по фактуре российской бумаги. На данный момент эту бумагу я тестирую. Пока у меня неоднозначные впечатления. Как только у меня будет готов отзыв и рецензия, я обязательно сниму видеоролик обзора бюджетной бумаги, потому что, конечно же, она еще доступнее на российском рынке и по ценовой категории она ниже. Мой обзор пастельной бумаги закончен. Надеюсь, он вам был полезен. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч. Пока-пока.